В этом ролике вы увидите ревью, мнение, очень личные впечатления на компанию одной из самых величайших РТС с конца нулевых и дней текущих, Supreme Commander от Криса Тейлора и его студии Gas Power Games. Сплит этого большого ролика на разделы в наличии, тайм-коды на ваших скринах, в описании и закреп-комменте. Я буду рассказывать об игре, своих личных переживаниях как 20 лет назад, так и сегодня, откровенной истории жизни, происходившей на фоне увлечения Supreme Commander в 2007 году. В общем, надеюсь, ролик вам понравится. Погнали! 2007 год. Легендарное время, разошедшееся на миллионы мемов, роликов, треков и прочего дивного контента. Уверен, у каждого из вас достаточная масса персональных флешбеков, и скорее всего это затрагивает и реал видеоигр. Но вот для меня 2007 год, очевидно, четко и ясно коннектится с Supreme Commander. Реал-тайм стратегией, однозначно вошедшей в историю видеоигр, как самое масштабное, сложное и невероятно плотное на число ивентов в секунду. Первое дорелизное знакомство с проектом было, наверное, как и у 90% ребят того времени, нет, не через YouTube. В ту эпоху российский гражур там отсутствовал, да и не только он. Впервые инфо о Supreme Commander, как и некоторых других скорых релизов того времени, я получал, как и большинство, из игровых журналов, таких как «Страна игр», «Навигатор игрового мира» и, конечно же, «Игромания». Или, как иностранцы завистливо произносили, «Игромания». Именно там в январском выпуске 38 страницы я прочел текстовый репортаж хроники Александра Кузьменко о его невероятных приключениях из России в Италию и далее в Париж на предпоказ игры. Там очень объемный, этакий живой и интимный текст-контент, который я настоятельно рекомендую к прочтению. И если хотя бы половина из того правда, то могу сказать, что 2007 год был легендарным и легким на подъем не только у нас, но и во всем мире. Представить себе такую смелость, открытость и разболтанность в игровой индустрии в дни текущие даже нам, свидетелям той эпохи, даст с ощутимым трудом. И вот я прочитал про этого гениального и развеселого дядьку Криса Тейлора, его прошлые перформансы и файты сотен юнитов, сотен единиц юнитов на огромных картах в его грядущей, как он сам говорил, игре жизни. Вот эти ординарные половинчатые скриншоты не самых эпичных мувов в тестовой на тот момент игре, сочное описание, имеющее место быть в демке, которую автор статьи смог затратить в течение нескольких часов на тест-стенде. Вот этот весь сочный дизайн, события кампании в третьем тысячелетии в далеком-далеком космосе, на поверхностях пустынных или покрытых джунглями, океанами и прочими привлекательностями планет, наличие нескольких фракций, события, чем-то напоминающие Star Wars, геймплейные механики, как точечно-тактическое планирование на бесконечное число шагов вперед, там билдинга зданий, юнитов, причем даже через завод только в состоянии создания, этот невероятно быстрый и плавный зум-мапы, когда от отдельных приближенных мувов на земле мы резко могли перемещаться на высоту птичьего парения и далее. Причем все это было описано в форме текста и так себе скриншотов, но фантазия, надо сказать, в те моменты завихревалась на самых ускоренных оборотах. Не знаю, был ли сюжет на диске Видеомании, 2007 скорее всего был. Издание мне досталось бизонного DVD. В принципе, я всегда заимствовал журнал у друзей, за всю жизнь купил, наверное, только один августовский выпуск 2008 года с психом из Кразиса на кавере, поэтому чего не было, того не было. Геймплей, собственно, я увидел в апрельском сталкерском выпуске 27-го, где главный редактор DVD Степан Чичулин скомканно, но выдал ревью с показом геймплея, отправил далее читать фулл обзор в печати, что, собственно, я и сделал с несколько десятков раз, а именно смотрел геймплей в DVD-мании и читал обзор в самом журнале. Диск с игрой я смог приобрести только ближе к июню. Лицензионный диск, как сейчас помню, за 400 рублей. Где он в данный момент, вообще без понятия. Сколько лет не искал все без толку. Выглядел он в точности, как на этом скрине, только не с красным пластиком, а синим. Кстати, вот этот диск я и заказал в Озоне, и в конце недели он уже должен красоваться на моей полочке.
История создания Supreme Commander — это самый настоящий эпик, который нисколько не уступает самой игре, проект полных амбиций, борьбы за выживание и усердия труда людского. Как вообще Крис Тейлор пришел к Суприму? По большей части это было недовольство с жанром РТС в целом. Он всегда считал, что львиная доля всего этого, что экспозировано было в тот период на рынке, по сути не являлась true РТС, а скорее напоминала тактик игры, где однотипная возня происходила на маленьких мапах, ограниченным числом тактик и манипуляций в процессе. Крис же изволил видеть проекцию реальной войны в реальной стратегии именно в действии, а не просто стычки там по результату накопительного эффекта. Похожего Тейлор уже смог добиться почти 10 годами ранее, до Supreme Commander. То было в Total Annihilation, о котором, скорее всего, вы все слышали. Но новый проект не являлся сиквелом, хоть и черпал базу из своего первоисточника. Трудности, как правило, и было в то время, начались на пути к издательству. Найти подходящее стало тем еще квестом. Потому как входить в дело отказывался каждый первый, поскольку концепция для нулевых рискованна, а игра даже не была сиквелом. Наши любимые Electronic Arts изначально согласились на задумку Криса Тейлора, но менее через год аннулировали проект, и все бы на этом и закончилось, но в дело вмешались THQ, которые не просто выступили издателем, но и дали Тейлору так ему необходимую креатив-свободу. Но все-таки проект стал многослойным пирогом и занял целых 4 года разработки, по тем временам очень длинных года, с бесконечным числом никем не законтролленных переработок, и дело даже дошло до того, что в один из финишных этапов Крис разрыдался прямо в стенах своего родного офиса, и причина была не только в упорном труде. Для карьеры ему пришлось пожертвовать многим, например, заложить собственный дом, что свидетельствовало о больших трудностях в процессе, учитывая еще тот факт, что сам он был из Канады. И это лишь добавляло сложности на его пути к релизу. В итоге Крис собрался, взял себя в руки, пересмотрел график работы, занялся йогой и подошел к релизу во вполне вменяемой форме. Но вернемся к игре. Supreme Commander стал пионером в юзании нескольких передовых технологий, а именно это многоядерные процессоры, где игра стала одной из первых, которая могла равномерно распределять нагрузку между несколькими ядрами. Например, сюда можно отнести расчет действий, что было небольшой, но все же революцией для 2007 года. И сюда же поддержка нескольких мониторов. На одном скрине вы играете, на втором смотрите чисто стратег-мапу, что было и есть невероятно удобным, но ощутимо дорогим удовольствием того времени. Проблемы у игры все-таки присутствовали, и узким горлышком стала видеокарта. И она стала далеко не последним элементом, так как Supreme Commander по большей части задействовал мощность процессора, и в первое время проект работал не лучшим образом даже после релиза финальной версии. Все же предварительная игра заимела открытую демку в феврале 2007, где можно было опробовать кампанию и мультиплеер за фракцию Cybran, и демонстрация, необходимо отметить, вызвала большой ажиотаж в рядах фанатов РТС. Выход состоялся 16 февраля в Европе и 20 в Северной Америке того же года. Как упоминалось выше, у Supreme Commander отмечались проблемы с производительностью, но это все не помешало взять высокие 86 баллов на метакритике и признание от игрового сообщества как монстра РТС. Разрабы из Gaspower Games активно общались с комьюнити на форумах, ролили патчи и наблюдали, как фанаты ранних дней проекта начали тянуться к моддингу. Но это уже совсем другая история. Нарратив Supreme Commander охватывает пару тысячелетий, от первых космошагов человечества до затяжной войны, застаненной в тупиковом болоте. Кратко по бэкграунду, в 2000-е происходит открытие технологии квантовых туннелей и, собственно, появляется доступ к стремительным travel-мувам через всю Солнечную систему и значительно дальше, что приводит к колонизации Млечного Пути и унификации человечества в единую земную империю. В 25 веке появляются симбионты, дальнейшие представители нации Cybran, чьи мозги, разум и воля сливаются с искусственным интеллектом, электроникой и программой покорности, заточенную под бесплатную рабочую силу. Вскоре, по космическим меркам, доктор Брэкман освобождает симбионтов, и они провозглашают свою независимость, укрывшись в дальних просторах космоса и после вступивших в противостояние за уже обжитые человеческие колонии.
В 27 веке людская экспедиция сталкивается с инопланетной расой на планете Серафим-2. Командование вступает в конфликт, но часть людей перенимает философию путевого мира серафимов и ихних advanced технологий, также в дальнейшем выстроив свою собственную религиозно-военизированную фракцию, но при этом потеряв расу серафимов в ходе геноцида от рук враждебно настроенного командующего Смита и его сторонников. Новая фракция, Эон Иллюминант, становится третьей стороной конфликта в бесконечной войне. Три фракции совершенно с разными взглядами, целями и задачами развивают цепочку конфликтов, приводящих к падению людской империи, как устойчивой политсистемы, и на ее обломках возникает новая сила-саксессор – фракция UF – United Earth Forces, или в российской локализации УФЗ – Объединенная Федерация Земли. И вот, собственно, на старте кампании у нас 39 век, все три фракции стащены по самый фул, и у УЕФ в наличии сотни миров, но силы слишком растянуты, а ресурсы почти на исходе. Сайбранцы имеют более скромные силы и пытаются придумать, как им улизнуть от этой войны, собственно, как-то затерявшись от оппонентов, при этом не теряя экс-колоний. Ну а в это время и он подошли к границам Федерации с четкой целью освобождения разума людского от оков агрессии и войны. Посредством своего так называемого пути, но и в рядах святош-философов не все так гладко и мирно, в наличии ячеек-радикалов, которые просто-напросто любят воевать и убивать, и местная философия, когда ли выясняется, беспокоит их наименее всего. Ну или они имеют на нее свой собственный взгляд, свою личную проекцию пути. Именно в этот самый переломный момент мы должны сделать выбор, за какую сторону мы изволим играть, в роли командующего какой фракции мы собираемся положить конец этой бесконечной войне. Скажу сразу, проходить кампанию можно за любую из трех фракций. Хотите, начните с первой, второй или третьей. По факту правильной стороны концовки по изначальной задумке 2004-2007 годов здесь не было. Они даже во многом схожи и кроссплатформенные по месту ивентов и таргет-объектам, но само собой стиль геймплея, юниты, брифинги и сопутствующие наставления, направления по ходу прохождения сюжетки. У каждой фракции они свои. Сюда же стартовые и финальные ролики. Поэтому насчет дилеммы, за какую фракцию стоит гамать первой, здесь однозначно такой дилеммы нет. Здесь однозначно можно особо не переживать. Геймплей Supreme Commander, насколько я помню, среди своего личного круга знакомых очень многих отталкивал, особенно нелюбителей реал-тайм стратегий, потому как начало первой миссии это совершенно небольшой кусок территории, где высаживается один миниатюрный роботик, и наш ассистент по радиосвязи шпрехет, что нужно воссоздать экстракторы ресурсов, первые заводы и бронетехнику. Все это развивается не то чтобы быстро, и стартовые задания выглядят максимально примитивно. Там построй 3-5 танков, иди зачисть точку от вражеской бронетехники и все в этом духе. И вот, если бы до этого я не был читателем компьютерных игровых журналов и не зацепился за этот проект в коротких сводках текстовых новостей, я бы тоже, скорее всего, бросил игру в первые минут 10-15 игрового процесса, потому как игра, кроме эпичных заставок в самом начале, ничем не цепляла. Но здесь главным было набраться терпения. Мы уничтожаем первую технику противника, карта еще немного расширяется, у нас появляются новые схемы, застроек, юнитов. Вот мы уже начинаем констрактить первые оборонные турели, у нас высвечивается авиация в лице инсепторов и бомберов. Из сухопутки, кроме скаута, мини-автоботов и танков, загружаются чертежи начальной арты и зениток. А кроме зачистки небольших локаций, у нас всплывают цели на захват определенных построек. Далее карта еще открывается, локации расширяются, и тут нам уже в задачах высвечивается сдерживание волн вражеской авиации, на экране становится больше взрывов, больше обломков бронетехники, базу постоянно атакуют, нам срочно нужно билдить новых энджиков, которые в свою очередь должны строить экстракторы по добыче двух главных ресурсов в игре, а именно массы и энергии. При этом экстракторы первые требуют для работы вторую, электрика также запрашивается для эффективного билдинга базы, печати юнитов на заводиках и функционирования некоторых построек в целом. И приблизительно уже через минут 20-30, предварительно неподготовленным, ты с головой окунаешься в менеджмент базы, устаканивание обороны, постройку и отправку войск, прикидыванию в голове необходимой массы энергии для функционирования всего происходящего на базе и за ее пределами,
То есть, казалось бы, совершенно основополагающие вещи, которые на деле крайне настоящие вплетены в игру и заметно коннектят между собой большинство игровых переменных и механик, так что при не самых true решениях в первые 10-20 минут игры, но они могут запросто отправить к рестарту миссии. Например, если вы решите строить больше наземных турелей в ущерб наличию достаточного количества ПВО, то ход геймплея может внезапно свестись к тому, что противник именно на этом этапе направляет больше авиации, причем целенаправленно и беспощадно. Если у вас опять же будет больше ашек, то да, вы станете успешнее работать против летунов, но на постройку наземных турелей у вас не останется ни времени, ни имеющихся в наличии ресурсов. Так как недостаток он их замедляет процесс общего билдинга от зданий, турелей до техники, и вас просто-напросто закидают вражескими юнитами, которые обязательно отыщут брешь в обороне, и поражение накатит невероятно стремительно. Даже если вы застроите достаточное количество всех турелей от ашек до бэшек, внезапно приедет колонна арты и с расстояния просто сведет вашу оборону на нет. То есть здесь на начальном этапе жизненно необходимо построить пару экстракторов материи, генераторов энергии, дабы иметь исходные ресурсы на комфорт-постройку первых 3-5 эншиков, которые далее станут захватывать следующие точки, новые точки переработки массы, займутся возведением турелей, новых заводов, бронетехники и авиации, что критически важно. И основополагающий момент – это войска. В большинстве ситуаций поток войск на патруль вашей территории или упреждающий удар по базе противника, хотя бы с целью отвлечения его основных сил, это базовая стратегия начала любого матча, по крайней мере в кампании. То есть вы постепенно обустраиваете базу, захватываете ресурсы, очень осторожно строите оборону, так как производство турелей стоит ощутимого потока энергии, одновременно с этим отправляете на бесконечный конвейер производство самых дешевых юнитов для патруля зоны вашего влияния, и при этом важно не забывать отводить войска чуть подальше от базы. И все это необходимо делать одновременно в абсолютно осознанном темпе, просчитывая необходимую массу и энергию, которые очень и очень заметно вплетены в каждый из процессов билдинга и функционирования построек, а также отдельных юнитов. В игре на 100% действует принцип камень-ножницы-бумага, и совершенно нет юнитов, которыми вы сможете вынести укрепление противника и выполнить все цели миссии. К примеру, если даже случится так, что вы каким-то образом построите 200 танков и сотни единиц арты в начале, ваша огромная колонна бронетехники без поддержки ашек на земле и инсепторов в воздухе совершенно ничего не сможет противопоставить любым воздушным юнитам. Опять же, если вы хорошо сбалансируете состав вашего отряда, обеспечив себя и танками, и артой, и зенитками, и даже воздушной поддержкой, вас попросту покалечат по пути к цели. Ну а на базе врага, кроме идущих на вас волн юнитов, вас встретят турельные укрепления, турельные расчеты всех видов, выстроенные по обыкновению так, что даже бесконечный поток войск в конвейер вообще никак не пробьет даже простенькую оборону врага самой первой миссии. В Supreme Commander постоянно нужно думать в рамках стратегии и тактики одновременно, попутно решая с десяток сложностей и обстоятельств. Например, на старте правильнее найти несколько скрытых путей, послав скаутов в дифферентные направления на разведку. Как правило, не в лучших местах, их сразу ликвидируют, не спрося как звали. Где-то необходимо направить комбо авиации на ликвидацию отдельных ресурсов, с 3 разных сторон сделать бесконечную атаку потоками самых дешевых войск, дабы отвлечь силы врага. После выявления расположения вражеских турелей можно отправить несколько заранее накопленных отрядов бомберов, но лучше, наверное, укрепленных винтов-ганшипов, способных более стойко выдерживать вражеские ашки и в числе пары десятков единиц спокойно вынести самые важные турели противника, ценой собственного существования, конечно же. После чего стоит направить заранее заготовленные пачки более серьезных юнитов, в зависимости от доступности по ходу прохождения, при этом не забавляя поток дешевых единиц, которые, кстати, на определенном этапе и удачном стечении обстоятельств смогут стать и основной силой при сносе ключевых оборонных дотов и находке бреши в обороне противника. Причем вышеописанный метод решения одного из множества тактических и стратегических вызовов является также одним из множества в ходе прохождения кампании. И это не учитывает морские сражения, юнитов 2, 3 и финального крафта поколений, которые также не всегда завершают игру, потому как здесь невозможно сразу собрать несколько сотен сильнейших единиц и выполнить все задания за полчаса. И это хотя бы потому, что в игре беспощадный менеджмент ресурсов, куда входит не только масса и энергия, но и третий мало кем учитываемый ресурс –
Время. Да, время. Производство юнитов и особенно юнитов третьего порядка может отнимать от несколько минут за штуку, но при перебоях с ресурсами билдинг может затянуться в десятки раз. А производство тех самых огромных и супермощных юнитов, которые стали визитной карточкой серии, на их создание одним энджином уходит в среднем несколько десятков минут, а также сотни тысяч единиц ресурсов в секунду. Причем, если вы подключаете на производство одного суперюнита 2 и более энджиков, то затрачиваемые ресурсы перемножатся, и многие переменные в игре просто встанут. Например, ваш поток юнитов завода на конвейерную атаку буквально зафризит, что-то придется ставить на паузу, останавливать или вообще ликвидировать, в зависимости от того, как вы играете. Следовательно, даже без потока дешевых юнитов, дальнобой врага приблизится на расстояние безответного поражения ваших позиций, а за ним пойдут и базовые, и во многом паттерные атаки врага, которые в любом случае вы не сможете сдержать. Нет ресурсов. А вы знаете, что в игре есть ядерное сдерживание? То есть мы можем строить ядерные шахты, стратегик субмарины и противоядерный щит. Причем производство и содержание всего этого добра стоит колоссальных ресурсов, как на постройку объектов, так и для производства самих ракет. Тысячи массы, энергии, десятки минут реального времени – все это здесь необходимо затратить. Получается так, что в игре по факту есть юниты, которыми можно без особого труда выполнить цели любой миссии, но открываются крафтовые единицы ближе к финалу кампании. Да и требуют для своего возведения столько энергии, что наштопать достаточное число можно почти никогда. При этом не забывая, что ваш оппонент также занимается постройкой эксперимент юнитов и соответственно в расчетах баланс-менеджмента и распределения ресурсов, необходимых для билдинга, обороны и возведения войск, в этих расчетах ИИ никогда не ошибается и действует пусть и по предсказуемым шаблонам, но без понимания ключевых механик игры, умения реагировать на скоротечность изменения целей миссии, поведения противников на каждом из этапов. Например, вот за недавнее прохождение, причем за каждую из фракций, ядерное оружие задействовал только за УЕФ, а из суперюнитов строил только фатбоев, не путать с фембоями, паукообразных манкелордов, крафт-ганшипы, колоссов и эонские тарелки по типу НЛО. Уже забыл, как называются, по-моему, царь. На этом все. То есть в игре что-то около 17 единиц максимальных крафт-юнитов, и я не задействовал даже половины из них. Хотя, справедливости ради, вышеперечисленной техники вполне хватало для относительно успешного завершения кампании за любую из фракций. Пусть каждая миссия длилась в среднем 2,5-3 часа, но оно того стоило. Supreme Commander — это не тот проект, который ты стремишься, прям торопишься поскорее пройти. Вот здесь really интересно, увлекательно заниматься всей этой вознёй, там обустраивать базу, вести менеджмент ресурсов, вести в атаку войска, придумывать стратегию, тактику, методы противодействия нежданному противника, особенно если вы проходите кампанию в самый первый раз или не играли пару десятков лет, как то было со мной. Первое прохождение кампании я осуществлял в 2007 году, фактически на релизе. То я сделал 3 раза за каждую фракцию на всех левелах сложности. И даже вот не припомню, чтобы испытывал какие-то особые проблемы. А вот пару лет назад я траил камбэк за UEF, что сделал с крайним трудом, добравшись до последней миссии, и при этом ее не пройдя. Выдержать бесконечные волны противников для защиты Черного Солнца я по итогу не смог. Просто взял, психанул и забросил игру, находясь в 10-20 минутах от победы. Но в этот раз я взял волю в кулак, начал кампанию не с позиции всезнайки, который налегке прошел кампанию в период самого релиза, а с позиции абсолютного новичка, готового к греблей, к бесконечным рестартам и адаптации ко всему происходящему. В этот раз я преодолел все 3 кампании на средней сложности. Где-то было очень легко, немало моментов заставляли попотеть, но и более 3-4 миссий в общем, в основном за Сайбронов и UF, где я к своему стыду сделал более десятка рестартов с искренним непониманием, почему 20 лет назад я мог, а сейчас заклинился в тупик, совершенно не способный предсказать самые очевидные паттерны действий противников. Я не знаю, каким было ваше прохождение Supreme Commander, но одно могу сказать точно. Если когда-то давно вы прошли кампанию без особых траблов, попробуйте еще раз, уверяю, вы довольно сильно удивитесь.
Время занимательных рассказов, то будет ивент из жизни. В те времена, кто помнит, тот помнит, интернет был вещью дикованной, общение не заходило дальше форумов, социальные сети и YouTube только начинали свои первые неуверенные шаги, и что-либо обсудить, так сказать, излить душу было почти негде. Я бы не сказал, что прям очень многие мои знакомые всерьез увлекались видеоиграми, следили за новинками, покупали журналы и обменивались именно игровыми дисками. Так, в Supreme Commander вовсе никто не играл и, конечно же, не слышал. Причем даже те люди, которые покупали журналы и коим-то чудом в моих краях бороздили просторы интернета. Ну и как я рассказывал в самом начале, Супримка мне сильно запала прямо в сердечко, но читать одни и те же статьи, смотреть немногочисленные кадры геймплея с видеоманией и ждать появления игры на полках магазинов примерно так через месяц, все это было крайне мучительно. Помню, как на день рождения отца, мне было лет 17, я, так сказать, немного подбухнул. Пока все кружились вокруг да около, мне подливал мой родной дядюшка, позже я пошел на улицу в поисках приключений, так сказать, добавки, и само собой с легкостью все это нашел. Я не знаю, ребята, кто где из вас жил на тот период, в нулевые, и росли ли вы в то время, как вообще проводили свой свободный юношеский досуг, напишите, пожалуйста, в комментах. Так вот, сам я проживал в Сибири, проживаю в населенном пункте в 10 человек на тот период. И, соответственно, кроме вечерних таких легких мордобоев, дешевого не пойми чего, и посиделок по подъездам, заброшкам, подвалам, других увлечений в дома и компа как бы особо и не было. Тогда еще не было интернета, и играть постоянно, full time, это было нереально, просто неинтересно. Но в тот светлый день я отказался мириться с текущей действительностью и подсел на одной из ходок на уши к своему другу. Также геймеру, который, к сожалению, ничего не знал о Supreme Commander, вот удивление, и вообще не интересовался стратегиями. Помню, я ему с таким увлечением глаголил об игре, что смог серьезно завладеть его вниманием и вызвать какой-никакой интерес. Услышав про огромную карту, систему зума, сотни юнитов, сложный менеджмент базы и огромных роботов, наш светский коллоквиум отбился от основной компашки, и благо напарник по разуму был еще и почти моим соседом. Я позвал его к себе на хату, так сказать, догнать с остатками после батиной днюхи, которая к полуночи уже прошла, и собственно занялся демонстрацией тех самых статей из журнала и роликов по Supreme Commander. И вот мы по-тихому, как воры, зашли на хату, бухи просто в нуль. Я проводил его в свою комнату, набрал остатки салатов и бухла с холодильника, и мы начали, или вернее продолжили пировать, и собственно смотреть накопленные на компе ролики с геймплеем Супримки. Вырезок из роликов видеомании, большого интервью Криса Тейлора, на котором я собственно и отрубился. Что было дальше, не помню и уже никогда не вспомню. Факт в том, что кореша на утро не оказалось, из своих частей тела я чувствовал только глаза и не мог пошевелить в принципе больше ничем. Как выяснилось после, мы упились в полный нокаут, за другом пришла мамка, как-то прознавшая, что он у меня, а персонально мне вызвали, так скажем, специальную службу, потому как обнаружили синим и вообще не дышавшим. Вот, собственно, такой реальный флешбэк, такой экспириенс из жизни, который развивался на фоне Supreme Commander и оттого так сильно врезался в память. После мы с приятелем гамали по локальной сети, когда друг против друга, когда против чересчур продвинутых ботов, и именно в тот момент, именно тогда я пришел к тому, что абсолютно не интересуюсь мультиплеером. Именно в стратегиях. Единственная сетевая игра, которая меня искренне захватила, это CNC Generals. Но Supreme Commander я прежде всего ценил и ценю сегодня ключевые механики, достойный челлендж от разрабов и многозадачность для решения вызовов, которыми закидывает синглплеер и закидывает довольно регулярно с должным соотношением креатива из-за догорения. Самые интересные моменты в игре. Ну, прежде всего, это кросс-уровни. Как, например, моя любимая третья локация в кампании на Матаре. Причем миссия есть в линиях UEF и EON, только с противоположными целями и задачами. Особенно интересно проходить повторно ту же локацию, когда, играя, например, за EON, мы вели оборону от волн флота UEF. И одновременно с этим пробивались к вражескому полковнику Арнольду с целью взять его в плен как языка и обратить в путь.
Играя за ЮЭФ, мы также отбивались от постоянных волн авиации, флота, это уже от фракции ООН, попутно продвигаясь к нашему союзнику Арнольду, но мы это не успевали сделать, и он погибал под натиском противника, или не погибал, кто помнит, тот помнит. Сама по себе локация максимально яркая и вайбовая, с красивым океаном, островами, пальмами. Играть тогда было отдельное удовольствие, прям как и сейчас. Довольно приятно управлять первыми кораблями, строить свой огромный флот для массовых морских побоищ. Это, скорее всего, просто одна из лучших миссий в истории жанра РТС, как и система кросс-миссий. Играя за компанию Федерации, мы видим одну часть правды. Проходя далее уже за ИОН, мы становимся свидетелями иных причин и результатов в финале, связанных с захватом того же Арнольда и появлением оппозиции в ряде ионцев. Все это очень даже способствует объяснению того, что мы не совсем вразумили при прохождении эпизодов кампании за фракцию ЕФ. Следующий яркий пример, скорее всего, это появление вражеского колосса в финальной миссии кампании за сайбранцев, где один суперюнит заставил меня уходить на загрузку несколько раз с целью перестройки оборонки, билдинга, создания и отмену разного рода войск. Действительно был сложный момент, пришлось использовать самые разные тактики. Колоссос ионцев под управлением ИИ в сопровождении саппорт-отряда – это по итогу что-то абсолютно читерское и с трудом пробиваемое. Играя за ИОН, я, конечно, ранее уже задействовал с десяток подобных юнитов, но по ощущениям сейчас это стал какой-то особый крафтер с повышенным здоровьем и скоростью. В любом случае, показалась ли мне его завышенная мощь или я просто оправдываюсь, но появление онного юнита в рамках ласт миссии кампании за Сайбран натолкнуло меня на твердое убеждение, что в игре не существует абсолютной обороны, а лучшая атака – это нападение. В ходе прохождения каждой из трех кампаний имеют место быть самые разные ситуации, которые отчетливо врезаются в воспоминания, принося мощные впечатления, но все-таки пятая и шестая миссии за ЮЭФ оказались для меня самыми напряженными, так как противник постоянно давит, мы находимся в такой ситуации, когда полностью перегружены вражинами со всех возможных сторон. А в ход идет абсолютно все: флот третьего уровня, авиация, дальнобойная арта и даже ядерное оружие. К примеру, с супердальней артой нужно решать вопрос в темпе вальса, так как в задачах у нас стоит оборона определенных построек, а снаряды очень быстро сносят защитные купола и дестроят любые поинты на раз-два. К тому моменту, к появлению данной арты, нам нужно уже иметь готовые наземные войска, авиацию, в частности бомберы, ганшипы и, конечно же, инцепторов ТЭК-3, защитные купола у трех ключевых объектов, мощные оборонные позиции против всех типов войск. Также важно не забыть про турели для сбития баллистики, не говоря уже о системе РЭП, сонарах, абсолютно на всех позициях и противоядерном щите. В общем, думать-то приходится везде и сразу, да и делать это довольно неудобно в моменте, особенно когда атака идет со всех сторон, а ответный удар он сильно затруднен в первую очередь с точки зрения ресурсов. Так ладно, если в пятой миссии еще можно хоть как-то скреативить, предугадать события и хоть как-то подготовиться, то в финале при ласт атакующих волнах противника что-то там придумать довольно проблематично, когда атаки идут совершенно со всех направлений, абсолютно всеми силами и средствами, включая ядерное оружие, и шагающих сайбранских суперюнитов в лице спайдер-ботов, заглушенных системами РЭП. Вот любые линии обороны на том же севере, где идет основная наземная атака, эти линии обороны просто бессмысленные и малоэффективные. Особенно без конвейера производства мощных юнитов и пары-тройки ядерных боеголовок, которых, конечно же, у меня на тот момент вообще не было, благо на главном участке была система ПРО, иначе подобную миссию я бы просто не смог пройти с предфинального момента. Пришлось бы делать абсолютно чистый рестарт, так как одно сильно зависит от другого, и если ты сильно зафейлил, тем более проходя кампанию в первый раз или с перерывом в 20 лет, но все это сложно, напряженно и довольно неудобно. Ну что же, я думаю, пришло время ударить по тормозам. Я высказал то, что хотел высказать, отнарративил об одной из своих самых фаворитных видеоигр за всю мою около 40-летнюю историю.
На самом деле, я намеревался это сделать много лет назад, скорее всего еще многого не рассказал, потому как ролик подзатянулся, были планы дать советы по прохождению кампании и высказать мнение о Supreme Commander 2, Forge Alliance и фанатском мультиплеер проекте FF, но ролик и так получился долгим, а каких-либо советов в интернете сейчас просто завались. Тысячи проработанных гайдов от самых трушных профи компаний, мультиплеера. И это довольно забавно, ведь в 2007 году я чувствовал себя абсолютно одиноким в своем увлечении. И сейчас я очень и очень сильно искренне счастлив, что серия приобрела такое мощное комьюнити, такой бездонный океан контента на YouTube, живой мультиплеер при совершенно мертвой франшизе, что-то мне это напоминает. И о чем это может говорить? Только о страстной работе и преданности фанатов. Просто невероятно, потрясающе и откровенно захватывает дух. Я мягко камбэкаю в Supreme Commander и буду с интересом следить за успехами сообщества, но если этот ролик когда-нибудь в далеком будущем наберет хотя бы 5000 просмотров, то я с радостью сделаю подобное продолжение по другим частям серии, где у меня есть свой бэкграунд, багаж впечатлений, недовольств и переживаний, о которых я также хотел бы поведать. Ну а следующий обзор на канале будет по иному проекту, другой серии. Сейчас я вольный ютубер и буду снимать именно то, что меня реально цепляет. Увидимся в новых роликах. Не прощаюсь. Может быть, скажете пару интересных слов зрителям напоследок? Антиквази-гиперпереукладная тирания. Что же это к чертям значит? А вы скажете, в русском есть и более длинные слова? Ну, пожалуйста, Крис. Ладно, всем привет. Приятно было поговорить с вами. Надеюсь, вы уже уснули. А сейчас вы проснетесь и пойдете в бар. Отлично, хорошего вам дня и берегите себя. Пока.